Приветствую гостей и подписчиков канала. Сегодня я вам покажу свою ошибку. Вот этот комплект из двух изделий я вам уже показывала. Делала месяц назад. Делала для игровой площадки частной, рассчитанной на большое количество детей. И чтобы подстраховаться, я внутрь строп вставила трос. Хотя сами веревки, вот внутренние, очень мощные. Свыше там 300-500 килограмм они точно выдерживают. Трос вставлять не надо. Это моя ошибка. Сейчас дальше будет видно, в чем проблема. Почему это была ошибкой. Веревки сами по себе мягче, чем трос. И при использовании плетение деформируется. И внизу разболталось, и плетение растянулось. И плюс мы еще не угадали с длиной, сделали длиннее, чем нужно. Вот видите, как получилось некрасиво. Этот гамак я забрала у покупателя, деньги отдала назад. Сейчас я вам покажу, как исправить. Сейчас моя задача убрать стропы. Когда я плету изделие с самого начала, я все вот эти вот веревочки, кончики убираю под оплетку. Оплетку я делаю в самый последний момент, обмотку самого обруча. Здесь у меня так уже не получится. Обмотку я менять не буду. Мне надо только укоротить стропы, потому что оно реально длинное. Делали на заказ. У них там высота большая была у этой площадки с лестницами. Мне такую длинную не надо. Надо постараться сделать аккуратно. И чтобы все веревки были зафиксированы, которые вот будут срезаны. Все, что можно расплести, я просто расплетаю. Все, что не могу расплести, я срежу. Стропы я расплету, я их буду укорачивать и убирать трос. Трос мне не нужен. Я поняла, что трос вставлять в такие изделия не надо. Когда просто на веревках, когда крепкие веревки внутри строп, изделия и веревки себя ведут нормально. Плюс эти сами по себе еще веревки такие жестковатые. Когда просто каким-то полиэфирным шнуром плетешь, они более податливые, а здесь они хуже поддаются плетению и формированию узлов. С такими веревками надо аккуратней. Так, маленько расплету стропу. Сейчас мне надо просто докопаться до крепления тросика, где я тросик крепила. У меня еще этот тросик был в силиконовой оплетке. Я думала, что это лучше, но нет, это не лучше. Вот видите, тут у меня внизу оплетка вот эта вот силиконовая срезалась. И получилось, что сама оплетка осталась внутри крепления, а тросик выскользнул. Я думаю, что за счет этого вот произошла такая вот деформация. Но для себя я сделала вывод. Тросики я больше вставлять не буду. Достаточно и хороших веревок, качественных, внутри стропы. Так, надрезать надо аккуратно, чтобы не повредить саму веревку, потому что веревку я менять не буду. Я ее просто стропу укорочу и опять верну на место.
крепление достала. Так. Вот это была оплетка, которая осталась внутри, которая срезалась. Так, теперь, вот видите, основная веревка внутренняя, она у меня тоже убрана под оплетку. Расплетать оплетку не буду, поэтому просто срежу краешек. Длины внутренней вот этой веревки мне хватит, потому что я стропы буду укорачивать сантиметров, не знаю, на 10-15 точно, если не больше. Даже, мне кажется, сантиметров на 20. Так, все, стропы я убираю. И 3 других стропы тоже сделаю точно так же. Сначала расплету оплетку, потом вытащу центральную веревочку. Вот видите, что получилось. Пока я его оставила в сторону, основной обруч. Взяла стропы, чтобы мне было удобнее регулировать длину, равный размер всех 4 строп. Я сейчас эти петли свяжу между собой, чтобы стропы были ровненькие. Фиксирую потуже, чтобы выровнять длину строп. Так, связала, подвесила. Сейчас буду укорачивать стропы и убирать трос. На трос я не буду крепить к обручу.
Так, теперь буду подвешивать обруч, как всегда, тоже сначала в наживульку, потом буду расправлять. Так, вот что получается, это вот в наживульку. Сейчас просто смотрю визуально. Видите, немножко криво висит. Сейчас буду поправлять, подтягивать один край, потом другой край. И так все стропы поправлю. Этот гамак был сплетен с матрасом. Матрас был рассчитан еще. Матрас мне не вернули. Оставили себе. Но вот когда такой провис немножко есть, лучше с матрасами. Специально сетку сильно не натягивала. Так, вот что получилось. Заделала. Доплела стропы до самого обруча, как я вам раньше показывала, замотала веревками. Когда обычно плету с самого начала обруч, я все вот эти веревки спрячу под оплетку потом. Здесь оплетку я не разделывала и зафиксировала вот такими вот узелочками с подпаленными краешками, чтобы не расплетались. На всех 4 стропах такие узелочки получились. Вот такой вот у меня получилось. Такая у меня получилась ошибка. Ну ладно. Все можно исправить.